в Кракове, одном из красивейших городов в Польше. В моем личном рейтинге есть две категории мест. Города, в которые хочется возвращаться снова и снова, и города, которые посещаешь для галочки. Увидел и забыл. Так вот, Краков – это место с необычайным шармом, магнетизмом, притяжением, куда хочется приезжать снова и снова. Конечно же, вы слышали о замковом комплексе Вавель, о рыночной площади, о Мариатском костеле, в котором башни имеют разную высоту. Но сегодня я хочу вам показать Краков под совершенно другим углом. Сегодня я расскажу вам о событиях, происходивших здесь во время Второй мировой войны. Сегодня мы поговорим о годах нацистской оккупации, которые, с одной стороны, стали примером беспрецедентной жестокости, а с другой стороны, примером силы, стойкости и духа польского подполья и всего еврейского народа. И начнем мы в самом сердце еврейской истории. Я нахожусь в знаменитом еврейском квартале Казимиш. Веками он был центром еврейской жизни. Первые поселенцы появились здесь еще в 1485 году, а причиной тому была чума. Да, Европу в те годы выкашивала эта страшная болезнь. Евреи болели гораздо реже. Это было связано с религиозными предписаниями. Они чаще меняли одежду, чаще мылись, но христиане интерпретировали это по-своему. Они определили иудеев пособником дьявола и отселили их в отдельное место, которым и являлся Казимиш. К слову, тогда Казимиш и Краков – это были два разных города, примерно равные по своему населению и территории. И разделяло их две реки, которые до наших дней не сохранились. Этот район выглядит как старая открытка, но под мостовыми слои истории, о которых не пишут в путеводителях. Казимиш – не Вавель и не рыночная площадь. Это место, где Польша и еврейская культура жили рядом, расходились и снова находили друг друга. Посмотрите на этот атмосферный дворик. Вверху находятся крохотные квартирки, а внизу пространство для общения. Это очень важно, ведь именно так зарождалась община. Сегодня этот район – хипстерское сердце Кракова. В здании бывшего ритуального дома модный бар, на месте миквы виниловый магазин, но стоит свернуть в переулок или зайти в подъезд, и вы снова в 1939 году. Казимиш меняет маски быстрее, чем актер немого кино. Он не любит громких слов. Он любит, когда его изучают шаг за шагом, дверь за дверью. Если вы хотите настоящий Краков, не тот, что на открытках, задержитесь здесь больше, чем на час. Важное замечание. Казимиш – это исторический район, где евреи долгое время жили своей общиной. А Краковское гетто – это место, куда их насильно переселили. И туда мы сейчас отправимся. Оно находится совершенно в другой части города. «1 сентября 1939 года хрупкий мир, сохраняющийся на европейском континенте всего 2 десятилетия, канул в лету. Германия в этот день напала на Польшу, что стало началом самого смертоносного конфликта в истории человечества. Началась Вторая мировая война. По замыслу нацистов, эта война должна была стать не похожей ни на одну другую, которая была раньше в истории. Это была не просто захватническая война. Ее целью было перекроить Европу под германский лад, сделать переустройство
по образу и подобию Третьего рейха. А частью этого переустройства было полное освобождение Европы от еврейского населения. И частью этого плана стал Краков. После оккупации Польши немецкое правительство сделало Краков местом, где находился генерал-губернатор. На эту должность Гитлер назначил своего сподвижника и одного из нацистских лидеров Ганса Франка, который выбрал местом своей резиденции Вавель, бывшую резиденцию польских королей. Генерал-губернаторство – это особая территориальная единица, которая была введена в нацистской Германии. В ней относили земли, которые не были напрямую присоединены к Третьему рейху. Краков стал ее столицей. Именно отсюда Ганс Франк управлял остаточной Польшей, проводя политику террора, грабежа и истребления еврейского народа. По состоянию на 1 сентября 1939 года население Кракова составляло 260 тысяч человек. 25% из этого составляли евреи, что не укладывалось в планы Третьего рейха. Как только Ганс Франк прибыл в Краков, права еврейского населения стали ущемляться. Им запрещалось иметь крупные суммы денег. Иврит был полностью под запретом. А с 1 декабря каждый из евреев должен был носить на плече нашивку со звездой Давида. Перед вами находится мемориал памяти замученных и убитых в Кракове 65 тысячам евреев. Именно при генерал-губернаторстве Ганса Франка началось создание гетто, его уничтожение и массовое убийство евреев. Снизу вы можете видеть камешки. Это такая древняя еврейская традиция вместо цветов оставлять возле памятников или на кладбище небольшой камень. Мы тоже последуем этой традиции и оставим здесь свой камень. За моей спиной вы видите фрагмент стены краковского гетто. Если вы обратили внимание, то сама форма выполнения этих пролетов стены напоминает мацевы, еврейские надгробия. Это все создавалось для того, чтобы еще больше ощущалось психологическое давление на людей здесь, что у них путь один только на кладбище. Именно это хотели нацисты сказать своими всеми действиями. И на территории, которая была отведена под гетто, до войны проживало 3000 человек, 3000 поляков. В то же пространство было помещено 15 тысяч евреев. Это привело к тому, что в одной комнатенке ютились 3-5 семей, а многие жили просто на улицах. Даже зимой, хотя морозы в Кракове доходили до минус 25 градусов. Представьте себе, какие здесь были условия. Рацион работающих евреев составлял, вдумайтесь, 145 граммов хлеба в день. А потом Ганс Франк урезал эту норму до ничтожных 25 граммов. Это была программа медленного голодного уничтожения. Мы находимся на площади Героев Гетто, и до войны это был рынок. Вполне себе мирное место. Но во время того, как уже здесь было создано гетто, это место использовалось фашистами для селекции. Сюда приходили люди, чтобы получить так называемый штемпель, печать. Этот штемпель обозначал, что ты пригоден для работы и нужен немецкому обществу, фашистскому обществу. Значит, ты еще можешь некоторое время прожить. Отсутствие штемпеля означало лишь одно – отправка в концлагерь. Здесь расположено 70 бронзовых стульев, которые символизируют погибших людей. Часть из них повернута в ту сторону. Это направление, в котором находится лагерь Плашов. Это верная смерть. Еще часть стульев повернуты на улицу, которая расположена неподалеку. Именно на этой улице фашисты проводили беспричинные расстрелы, просто потому что им это нравилось для своего развлечения. И с противоположной стороны стоят еще 7 стульев вместе, которые смотрят в сторону фабрики Оскара Шиндлера.
и они обозначают спасение. На самом деле это было единственное спасение во всем гетто. Туристы часто спрашивают, почему стулья? Потому что евреев вывозили с этой площади. Им приказывали брать только самое нужное. Но старые люди брали стулья не из глупости. Стул – это память о родном доме, это шанс сесть, когда силы кончаются. Их отнимали на входе, люди не возвращались, и стулья оставались стоять на площади. Но мало кто знает, 70 стульев не просто число. В Торе упоминаются 70 праведников, благодаря которым существует мир. В гетто этих праведников были тысячи, но выжили единицы. А теперь вы видите за моей спиной очень важное место, которое туристы часто пропускают. Аптека под Орлом, аптека под Орвем, которая находилась и находится на этой площади. Это единственное место во всем гетто, где не еврей, поляк мог находиться легально. И ее владелец Тадеуш Панкевич благодаря этому творил чудеса. Это было место сопротивления. Отсюда осуществлялась связь с внешним миром, распространялась пресса. Он делал поддельные документы, передавал евреям. Красил волосы пожилым людям, чтобы они казались моложе, и поэтому могли избежать отправки в концлагерь. И все это происходило под угрозой быть раскрытым гестапо, а за помощь евреям было одно наказание – расстрел на месте. Тем не менее, Тадеуш Панкевич оставался в гетто до конца, до самого момента его ликвидации. И за свои поступки, за спасенные жизни он удостоился звания праведника мира. И сейчас в помещении аптеки находится музей. Внутри все сохранилось как было. Витрины с довоенными пузырьками, старые весы, ступка, пест, все настоящее. В задней комнате тот самый шкаф, за ним подвал. Экскурсоводы говорят тихо, посетители тоже, потому что здесь не место громкому голосу. Туристы часто спрашивают, а можно что-нибудь купить на память? Нет, нельзя. Здесь задорого продавалась жизнь. Теперь здесь осталась только память. В ночь перед ликвидацией гетто в марте 1943 года Панкевич не спал. Он впустил в аптеку всех, кого смог. В одной комнате 12 человек, в другой 8, в подвале 5. На утро он вышел на улицу, кругом трупы и пустые стулья. Он стоял в белом халате. Единственный поляк среди мертвых. Площадь героев гетто не даст вам красивое фото для Инстаграм. Она даст вам ком в горле. Здесь не надо громко говорить и широко улыбаться. Здесь надо постоять, посмотреть на стулья, на пустующую брусчатку. Краков — это не только Вавель и туристическая суматоха. Краков — это еще и тишина. И если вы ее услышали, значит, вы поняли. Когда речь заходит о Холокосте, то, по моему мнению, лучшим фильмом, снятым на эту тему, является «Список Шиндлера» выдающегося режиссера Стивена Спилберга. В нем речь идет о нацисте, немце, бизнесмене, бабнике Оскаре Шиндлере, который во время оккупации приезжает в Краков и открывает здесь бизнес по производству эмалированной посуды. Но во время нахождения в Кракове с ним что-то происходит, переключается внутренний тумблер, и им уже не руководит жажда наживы и построения бизнеса. Он посвящает все свое добытое состояние на то, чтобы спасти евреев, которые на него работали. Мы сейчас находимся в Вавельском замке. Отсюда открывается прекрасный вид на панораму города. И на улице за моей спиной по левой стороне расположен дом, в котором проживал Оскар Шиндлер. Его квартира находится здесь, прямо позади меня. Если я не ошибаюсь, то жил он на 3-м этаже, но с противоположной стороны здания от того места, где мы сейчас находимся. И многие не осознают, что в фильме «Список Шиндлера» показаны реальные места, где такие люди, как
Оскар Шиндлер и ОМОН ГЕТ, они реально существовали и функционировали и ходили. Это не какие-то декорации, это реальные места в реальном городе. В фильме есть сцена, где актер Лиам Нисон, сыгравший Оскара Шиндлера, выходит вот прямо из этой двери. Он идет и видит, как падает снег. Затем он понимает, что это не снег, а пепел сожженных людей, который летит от крематориев концлагеря Плашов. И затем камера поворачивается, и видно вид на Вавельский замок. Неповторимое чувство находиться в таких исторических местах, которые вписаны как в трагическую, но историю Кракова и Холокоста, а также в историю кинематографа. Не правда ли? Сейчас мы переместились на улицу Липовую, улица Липова по-польски, и за моей спиной находится фабрика эмалированной посуды Оскара Шиндлера. Хочу сразу оговориться. Оскар Шиндлер – это член нацистской партии изначально. Ловелас, полумошенник, который приехал в Краков исключительно для того, чтобы строить бизнес, зарабатывать деньги. Просто за одного рабочего еврея платилась какая-то смешная сумма сразу в фонд СС. И, по сути дела, это было на порядок дешевле, чем немецкий работник, либо даже польский. И уже только впоследствии, после того, как он увидел здесь все ужасы нацизма, что-то в нем переключилось, в этом человеке щелкнуло, и он стал помогать евреям, спасать их. Всего в краковском гетто удалось спасти чуть более 3000 евреев. Из них 1100 человек спас именно Оскар Шиндлер. Вы видите, какая огромная очередь в музее. Скорее всего, попасть внутрь нам не удастся. Поэтому про экспозицию, наверное, ничего вам не расскажу. Сейчас мы находимся в районе Кракова, который носит имя Подгужа. Это все выглядит как обычный городской квартал, рядом с которым расположен парк. В этом парке растут деревья, сейчас весна, они цветут, под ногами у нас зеленая трава, но под этой травой реки, просто реки крови. Это территория бывшего концентрационного лагеря Плашов, который при отступлении был стерт с лица земли фашистами для того, чтобы скрыть все те преступления и зверства, которые они здесь творили. Сейчас за моей спиной вы видите так называемый Серый дом. Это единственная постройка, которая осталась от лагеря Плашов. Все остальное практически было полностью уничтожено фашистами при отступлении. Многие ошибочно считают, что это и есть вилла, в которой жил ОМОН ГЕТ. Но это не так. Виллу я вам обязательно покажу позже. Здесь было административное здание, здесь различные службы находились концлагеря. Прямо сейчас за моей спиной вы видите особняк, в котором во время выполнения своих функций по управлению концлагерем Плашов жил ОМОН ГЕТ. Именно в этом доме он выходил на балкон с винтовкой и стрелял в заключенных. Этот дом долгое время пустовал. Есть фотографии, когда он еще не отреставрирован. Но по моим данным, в 2017 году его выкупил частный инвестор, сделал тут ремонт. И сейчас он используется как жилое помещение. Сейчас я хочу подойти с противоположной стороны дома, чтобы показать вам этот печально известный балкон, с которого этот нацистский преступник совершал эти зверства. Вот прямо за моей спиной находится
тот самый дом и тот самый балкон. Мне удалось его найти. Вы должны понимать, что только Амон Гёд лично, то, что доказано, убил более 500 евреев. Это был настоящий зверь и садист. У него было 2 немецкие овчарки, которых он натравливал на людей. Да, в последующем он понес наказание свое. В 1946 году он был повешен недалеко от этих мест. Но главный урок, который человечество должно извлечь из этого, что повториться такая ситуация никогда не должна в будущем. Вот что я хотел бы донести. Поэтому мы должны всегда помнить об этом и никогда не забывать те ужасы, которые здесь происходили. А прямо здесь, за моей спиной, находятся расстрельные ямы, куда сбрасывали трупы убитых людей. Это на самом деле ужасно. И знаете, есть такое понятие, да, как намоленное место. Бывает, заходишь в храм какой-то, неважно какой конфессии, и ощущаешь там себя, какое-то место силы, да, энергетику. Так вот, здесь противоположное ощущение. Кажется, вот все цветет трава, но прямо чувствуется, что здесь осталась эта боль. Она прямо кричит к каждой ветке, от каждого метра земли. Двигаемся дальше. Туристы из Германии. Территория лагеря действительно огромная. И здесь большое количество памятных знаков, установленных погибшим. Вот еще за моей спиной один из них. Здесь написано, что именно на этом месте зверски убито и сожжено в 1943-1945 году прошлого столетия несколько десятков тысяч евреев из Польши и Венгрии. Смотрите, здесь подтверждается традиция, еще раз, о которой я вам рассказывал, что евреи приносят на кладбище памятнику камешки, которые остаются надолго. Цветы увядают, а камни, они остаются. Я тоже последую этой традиции. Оставлю здесь камень на память. В основной массе узники концлагеря Плашов трудились на добыче камня в каменоломне, которая находится вот здесь, вот впереди меня. Сейчас я вам ее покажу. Вручную они добывали этот камень, который использовался затем при строительстве дорог. Как вы понимаете, условия труда были рабскими и невыносимыми. Все было направлено на то, чтобы вся эта затея привела к смерти как можно большего количества людей. Такая суровая правда. Прямо за моей спиной расположен мемориал. На нем изображены люди, которые опустили головы. На месте сердца у них раскол. Он символизирует отсутствие надежды и беспросветный мрак, который царит в их душах, так как впереди их ждет только смерть. А в данный момент из того, что они имеют, это только тяжелая ноша рабского труда, которая давит на них сверху. И лестница смерти, по которой они отправлялись в последний путь к расстрельным ямам. Краков – это город невероятного контраста. С одной стороны, под ногами туристов лежит история невиданной трагедии. 65 тысяч погибших и всего 3000 выживших евреев. Но среди этой непроглядной бездны страданий
есть несколько лучей света. Обычный аптекарь Тадеуш Панкевич, который оставался в краковском гетто до самого конца и под угрозой смерти каждый день помогал и спасал сотни, а возможно и тысячи человеческих душ. Нацист и авантюрист Оскар Шиндлер, который в начале своего пути приехал сюда наживаться на войне, а затем отдал все свое состояние, чтобы спасти более 1000 людей, более 1000 представителей еврейского народа. Я не случайно вам рассказал о фильме «Список Шиндлера», потому что, когда находишься здесь, ходишь по этим камням, прикасаешься к этим зданиям, смотришь на эти памятники, ты понимаешь, что это не кино, это настоящая история, иногда трагичная, а иногда достойная подражания. И каждый из нас сам решает остаться на стороне света или скатиться в бездну.